Внимание, на производителя мы не обращаем. Привет! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ноутбук, точнее о том, на что стоит обратить внимание при выборе ноутбука. Первое, с чем нужно определиться, для каких задач вы выбираете ноутбук. Итак, самое очевидное — это бюджет. От него мы будем отталкиваться. Разделим мы ноутбуки на 4 ценовые категории. Первая категория — это ноутбуки начального уровня, или по-другому офисные ноутбуки. По сути, это любой бук, на котором можно печатать документы и который более-менее способен воспроизводить фильмы, игры довольно слабой производительности. Основное предназначение таких ноутбуков — это работа, еще раз работа. Где-то взять с собой в перелет, в поезд и не жалко потерять. Основная ценовая политика данных ноутбуков до $300. Разумеется, речь идет о новых, не о бэушных. Вторая категория — офисные или бюджетные ноутбуки. Их еще называют ноутбуки среднего класса. Данный сегмент является самым массовым и самым распространенным. Запустить на нем можно игры с небольшими или средними требованиями. Такие ноутбуки идеально подходят для учебы или работы. Главная особенность бюджетных моделей ноутбуков — это встроенная и интегрированная процессоры или чипсет видеокарта. Поэтому они не в силах справляться с мощными играми или программами. Так сказать, все по среднему. Средняя ценовая политика данных ноутбуков примерно $400-700. Ну и, разумеется, очень много зависит от начинки. Следующий тип, третий — универсальные ноутбуки. По сравнению с бюджетными, они, естественно, намного производительнее, и тут уже можно поговорить о играх. Более-менее смогут запускать современные игры на средних-высоких настройках. Но основной недостаток данных ноутбуков — это то, что они довольно шумные и перегреваются. Основная ценовая политика данных ноутбуков $700 и $1000. Игровые ноутбуки или еще раз геймерские. Разумеется, эти буки являются самыми мощными и могут похвастаться намного лучшей производительностью, чем их высшие собратья. Но есть тут один большой нюанс. Данные ноутбуки очень сильно греются, и они громоздкие и большие. Покупать такой ноутбук вам, скорее всего, придется докупать еще дополнительно к нему систему охлаждения. Это минус таких ноутбуков. Основная ценовая политика данных ноутбуков $1000 и выше. Итак, мы с вами разобрали основные типы ноутбуков, определились с бюджетом и для каких целей он нам необходим. Теперь разберем основы, точнее начинку ноутбуков. Диагональ, тип матрицы и разрешение. Советую рассматривать диагональ 15,6 дюймов и либо выше. Почему такую? Это самая распространенная диагональ и подойдет в основном для всех ежедневных задач. Именно вот на этом ноутбуке 15,6 диагональ. Но тут уже мы обращаем на собственные потребности. Если нам нужен более компактный ноутбук, более легкий, мы выбираем диагональ поменьше. А если нам не так важна компактность и нам хочется посмотреть на большой экран, мы выбираем диагональ повыше. Тип матрицы. Существует 3 основные типы матрицы. Самая дешевая и самая распространенная — это TN. Модификация STN, DSTN либо TN плюс film. Плюсы — хорошее время отклика. Самая дешевая — минусы. Плохая цветопередача, низкая контрастность и черный цвет плохо передается и выглядит темно-серым. Очень плохие углы обзора до 140 градусов. Далее следующий тип матриц MVA. Модификация PVA, SVA. Плюсы — высокая яркость и контрастность, цветопередача намного лучше, чем у матриц TN. Неплохая цветопередача черного. Углы обзора уже до 160 градусов. И самая лучшая, и на которую желательно ноутбук выкупать именно с такой матрицей, IPS, но, естественно, за нее придется доплатить. Она самая и дорогая. Плюсы: отличная цветопередача, хорошая контрастность и намного выше углы обзора, 170-180 градусов. Минусы: самое большое время отклика, от 30 миллисекунд до 60 миллисекунд. Большое энергопотребление. Следующее. Разрешение экрана. Существует всего огромное количество разрешений, но мы рассмотрим основные. HD разрешение, именно от него мы будем именно и смотреть ноутбуки. 1366 на 768. HD плюс 1600 на 1900 встречается довольно редко. И Full HD 1920 на 1080. И QHD, либо 2К еще его называют, 2560 на 1440. В основном его ставят именно в игровые ноутбуки. Что такое разрешение? Это размер получаемого на экране изображения именно в пикселях.
Советую смотреть ноутбуки либо HD, либо Full HD разрешение, если позволяют средства. Так, с экраном, типом матрицы и разрешением мы определились. Теперь мы будем говорить о самом важном — процессоре и видеокарте. Тут нам главное не запутаться. До 2015-16 года основным монополистом в плане процессоров был Intel. Но с 2016, когда AMD анонсировала свои процессоры Ryzen и в 2017 они впервые вышли в продажу, ситуация на рынке крайне изменилась. Intel на данный момент приходится немножко снижать цены на свои процессоры, естественно, нам это выгодно. Ryzen теперь Intel практически не уступает. Итак, если мы смотрим процессоры Intel, мы смотрим на маркировку Intel Core i5, i7, i9, редко, но бывает в бюджетных моделях именно i9, и смотрим, чтобы в нем было именно 2 ядра и 4 потока, минимум 6-го поколения и выше. Как определить поколение процессора? Например, i9 9900, i9, после него тире, буковка 9, циферка 9 означает поколение. Следующий пример i7 9800, процессор i7 9-го поколения. Потоки и ядра можно посмотреть в описании именно характеристик самого ноутбука на сайте. Теперь поговорим о AMD. Тут тоже все просто. Мы смотрим Ryzen 3 5 7. Вы можете столкнуться с такой маркировкой, например, Intel Core i5 7200U. Буковка U обозначает, что он низковольтный для повседневного использования. Если мы выбираем процессор ноутбуке с буковкой U, естественно, мы в играх на высоких настройках играть не будем. Допустим, Intel Core i5 6070 не низковольтный, и обязательно смотрим на количество ядер и потоков. Теперь видеокарта. Есть интегрированная видеокарта и дискретная. Ноутбуки с интегрированной картой чаще всего дешевле, и она немножко будет похуже, чем дискретная. Самая распространенная Intel HD Graphics, либо Intel HD Graphics 620, ее маркировка на платформе Kaby Lake, Coffee Lake, либо AMD Radeon Vega наиболее распространена. Данный тип видеокарт применяется в ноутбуках средней ценовой категории. У меня есть обзор, как ведет себя ноутбук с встроенной видеокартой Intel HD Graphics 620. Ссылку оставлю в описании. Если нам хочется поиграть, то тут мы уже смотрим на дискретную видеокарту. Маркировка GT либо GTX. Ну тут, естественно, все просто. Если мы с префиксом GTX, это более продвинутые и более мощные видеокарты. GT, они немножко похуже. Первая цифра отвечает за поколение видеокарты. Например, видеокарта NVIDIA GTX 1070 10-го поколения 70-й модели. Либо GTX 9960 9-го поколения 60-й модели. И так далее. Естественно, чем выше поколение, тем видеокарта мощнее. Теперь поговорим о типе накопителя и оперативной памяти. Существует два вида накопителя: SSD и HDD. Основное их отличие — это скорость работы. Если мы хотим ноутбук, чтобы он у нас быстро загружался, быстро грузил файлы, быстро прогружал программы, мы обязательно смотрим на SSD. Если нам не важна скорость работы, мы покупаем ноутбук HDD. Но в современной сложившейся ситуации на рынке и требовательных программах обязательно берем ноутбук, в основе которого будет основной диск — это SSD. Стартует ноут за счет SSD за смешные 12 секунд. Минимум с 256 гигабайтами, 128 будет мало. Либо именно с SSD плюс HDD, такое тоже есть. Теперь перейдем к практике, зайдем на два сайта: e-каталог для России и онлайн в Беларуси. Теперь заходим на сайты. Первый сайт у нас будет e-каталог. Итак, внимание на производителя мы не обращаем, так как у любого производителя есть как отличные модели, так и модели такой себе. Тип устройства: ноутбук. По направлениям не трогаем. Диагональ 13 дюймов, 14, 15, 16, 17. Можно выше, по сути. Тут уже смотрим на свои потребности. Разрешение экрана HD либо Full HD. Тип матрицы TN, IPS. Напоминаю, у IPS намного лучше цветопередача, чем у TN. И у TN будут очень плохие углы обзора. Яркость не трогаем.
покрытие экрана матовое, глянцевое. Тут уже смотрим на свои потребности. Как у матового есть плюсы, так и у глянцевого есть плюсы. Так, далее. Особенности дисплея не трогаем. Процессор. Intel Core i3, i7, i5, i9, AMD Ryzen 3, 5, 7. Кодовое название не трогаем. Ядра в процессорах 2, 4, 6. Ну, в принципе, можно поставить и выше. Частота процессора 1,5, 2. Так. Объем оперативной памяти. 4 гигабайт для повседневных задач хватает выше крыши. Если мы хотим повыше, естественно, ставим галочку 6-8. АЗУ мы не трогаем. Слотов под оперативку ставим один слот. В принципе, можно встроенная плюс один слот. Так, тип видеокарты интегрированная дискретная. Серия видеокарт AMD Vega и Nvidia. Поехали. Nvidia GTX 1050, Ti 6070, 6060, ну и так далее. Тут уже по ценовой политике. Видеокарта для дискрет тут не трогаем. Тип накопителя, как и говорил, обязательно ставим галочку напротив SSD, либо HDD плюс SSD. 250 и выше. Так, это мы не трогаем. Ну а дальше мы уже выставляем по своим потребностям. Хотим, чтобы у нас дольше работал, выставляем емкость батареи выше. И год выпуска. У нас тут выбирается только 19 и 20. Так, теперь нажимаем показать. Так, смотрим по ценам. Вот, в принципе, вот серии ноутбуков, которые более-менее подходят под данные характеристики. Это средние ноутбуки. Разрешение Full HD, HD. Так, HD+. Количество ядер 2, потока 4. Ну вот данные ноутбуки являются средней ценовой категорией. Теперь мы заходим на онлайнер. Онлайнер производителей мы не трогаем. Год выпуска, тут можно 18-19. Тип не трогаем. Линейку. Трогаем диагональ экрана 13, 14, 15, 17. HD, HD+, Full HD. Тип матрицы. TN-IPS. Частота не трогаем. Процессоры. Intel Core i3, i5, i7, i9. И Ryzen 3, 5, 7. Версии Pro будут подороже. Емкость накопителя SSD, либо HDD плюс SSD. 250, 500 терабайт. Дискретная графика не трогаем, операционная система не трогаем, но дальше уже по своему вкусу. Теперь смотрим у нас, что предложили. Самые дешевые. Вот типы ноутбуков по таким характеристикам. На Ryzen Core i3. Заходим, допустим, HP 250. Смотрим на процессор, количество ядер 2, количество потоков 4. Все отлично. И так далее выбираем. Это ноутбуки средней ценовой категории. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Пока!